Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас снова есть новости. А все благодаря чудесным людям, которые присылают на наш WhatsApp, в Instagram, да и просто в комментариях все самое интересное из мира культуры, музыки и спорта. Так что, друзья, можно смело сказать, что весь наш Аралас мы делаем вместе с вами. От этого он получается особенно чудесным. В общем, снова сегодня быстро, четко все расскажу. Приготовились и поехали. Алкеты, Алга, Вамос, let's go! Мексиканец Сауль Канело Альварес подписал контракт на бои против Дмитрия Бивола и Геннадия Головкина. Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер. По информации источника, ожидает только ответа от казахстанца, передает вести.kz. Канело Альварес договорился о двух боях против Дмитрия Бивола 7 мая и против Triple G 17 сентября. Бивол уже подписал контракт, Triple G еще не согласился, все еще пытается решить некоторые проблемы. Никаких сделок до этих пор, так написал Коппинджер. В общем, друзья, похоже, что наконец-то у нас есть с вами шанс увидеть великого Triple G в деле. И я уверен, что это будет незабываемое зрелище. Вы спросите, а кто выиграет? Я бы поставил на Геннадия Геннадьевича. Хотя, конечно, не стоит на меня рассчитывать, так как я никакой не эксперт, я просто поклонник Геннадия Головкина. Да и вообще я фанат Казахстана. Вообще я фанат всех героев наших фильмов о феномене казахов. И хочу, чтобы они везде, всегда выигрывали. Поэтому желаю удачи Геннадию Головкину. Ну а все остальное, я уверен, он и так знает, что делать для того, чтобы вновь победить и вновь порадовать всех, кто будет следить за этим боем. Сериал «Сержант Братан» про рэкетира из 90-х, впавшего в кому и очнувшегося спустя 23 года в другой стране и в другой реальности поборется за победу на ежегодном американском фестивале. Сериал казахстанского производства тронул сердца не только казахстанских зрителей. За приключениями братка по имени Сержант следили и в России, и на Украине, и в Южной Корее, США, Узбекистане, Беларуси, Германии и Турции. И теперь Сержанту предстоит побороться за победу на ежегодном американском фестивале независимых веб-телесериалов. Мне, кстати, повезло познакомиться с создателями сериала, и у меня, кстати, готовится фильм про Салем Social Media. Это по-настоящему невероятный продакшн. Казахский Netflix, если хотите. А героя сериала, неподражаемого Сержана, мы встретили на премьере фильма «Конокрады» с Самал Ислямовой. И я думаю, что секрет успеха сериала заключается в невероятно талантливом актерском составе, очень качественном продакшене, ну и, безусловно, очень крутом сценарии. Вообще, Салем Social Media создают супер крутые, качественные сериалы, ну а «Сержант Братан» — это настоящий флагман. Так что я уверен, сериал ждет успех и в Америке. Желаю удачи, но не буду давать прогнозы, на самом деле, чтобы не сглазить. Нам часто присылают различные кавер-версии на песни Димаша, посвященные Димашу, песни на казахском языке, да и вообще самые разные интересные материалы. Но сегодня я хочу показать вам пару немцев, которые спели песню «Сени Суем». Их вы наверняка уже видели, это настоящие звезды Ютуба, зовут их Пол и Ольга, и у них классный канал, если вдруг не видели, обязательно зайдите на канал, классный контент, миллионы просмотров, очень интересная пара, было бы, наверное, классно с ними познакомиться и вживую, так что, если вам интересно, наверное, надо будет их пригласить для беседы, но в любом случае они достойны вашего внимания, поэтому обязательно загляните к ним на канал, там очень много интересного контента. Кстати, раз уж мы открыли тему песен на казахском и темы каверов, и я знаю, что есть те, кто считает, что песни Димаша петь никому нельзя, а я вот хочу сказать, что я с вами, друзья, не совсем согласен. Мне кажется, что каверов, наоборот, нужно делать как можно больше, ведь благодаря Димашу люди по всему миру узнают Казахстан и начинают петь на казахском языке. Серия наших онлайн-концертов состоялась только благодаря вдохновению, которое люди получают от Димаша. И пусть все делают на него каверы. Чем больше будет каверов, тем лучше. Потом от каверов и популярность песни растет. Например, вот есть такая девушка, Джей Фло. Она поет свои версии каверов на все песни, и посмотрите, какие у нее просмотры. Вот Майкл Джексон, вот Билли Айлиш, а вот и Деспасито. И, безусловно, я с вами согласен, что никто не может петь так, как Димаш. Но чем больше каверов будет, тем круче же. Ну, если не согласны со мной, жду ваши комментарии. Быть может, я что-то не так понимаю. Кстати, раз уж мы вспоминали про немцев, хочу вам рассказать еще одну новость из Германии. Дело в том, что в Берлине в рамках международного кинофестиваля Берлинале состоялась премьера казахстанского фильма «Акын», снятого казахфильмом. Казахстанская картина вызвала большой интерес берлинской публики, и показ фильма прошел при полном аншлаге. Билеты были раскуплены заранее, за несколько дней. Фильм «Акын» поднимает вопрос о роли искусства в обществе современных технологий и массового потребления, и рассказывает о переживаниях поэта в мире, где поэзия мало кого волнует. Друзья, мне приятно, что сейчас кино из Казахстана собирает награды по всему миру. Вы же помните, фильм «Схема» занял первое место там же на Берлинале. А недавно еще я вам рассказывал, что можно отправить любой фильм на Оскар. В общем, фильм «Акын» — это тоже один из хороших вариантов.
Друзья, у меня на сегодня все. Заходите на канал Эхо Питера, мы там иногда встречаемся на прямых эфирах. Заходите к нам в Инстаграм. В общем, давайте будем поближе на связи. И не забудьте посмотреть две супер передачи, которые вышли у нас на этой неделе. Фильм про ансамбль «Туран» и также беседу с очень приятным человеком и восхитительным вокалистом Димашем Даулетовым, который прямо сейчас участвует в шоу «Голос Украины». Парень, который работал на эскаваторе, а затем решил стать певцом. И вот он рассказал и про Димаша Кудайбергена, и про Иманбека, и про Ольгу Полякову. В общем, посмотрите обязательно. Ну а на этом все. Удачи и до скорых встреч!